Всем привет, это новости с Чалым и с вами, собственно, Сергей Чалы. А начинаем мы с обязательного дисклеймера. Эту программу вы смотрите в пятничный вечер. Записывается она утром четверга, а сценарий пишется поздним вечером предыдущего дня. Поэтому необходимо иметь в виду: первое, то, что вы услышите, отражает анализ событий на момент, как кажется, окончательной версии белорусских силовиков и пропагандистов относительно того, что же случилось с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50. И второе, мы попытались построить свой анализ независимо от того, насколько верна эта версия. Потому что в ней по-прежнему есть нестыковки. Начиная от маршрутирования, как у них в КГБ говорят, предполагаемого диверсанта. Был выбран маршрут Варшава-Брест, Варшава-Лодзь, Рига-Псков, а затем Минск. И мы видим, что это не оговорка. Лукашенко зачитывает маршрут по бумажке. Путь из Варшавы в Ригу почему-то проходит через Лодзь, которая находится в противоположном от Риги направлении. И Брест в этом маршруте ведь тоже не оговорка. Нужно найти этого пограничника белорусского, который не пропустил его на территорию Беларуси под Брестом. И забегая вперед, скажем, что поручение Лукашенко было немедленно выполнено, и доблестный пограничник был найден. Им оказался начальник смены отделения пограничного контроля Брузги-Гродненской пограничной группы. Документы он проверял у пассажира автобусного рейса Варшава-Гродно, а вовсе не Варшава-Брест. И далее Лукашенко, как заметили многие комментаторы, акцентирует наше внимание на том, что диверсанты незаконно через свою же собственную границу пропустили сами русские. Более того, уже как я замечу, Лукашенко старательно называет его россиянином с русским и украинскими паспортами. В то же самое время, как даже лукашенковские СМИ называют его украинцем, что, в общем-то, логично, учитывая место рождения Кривой Рог и проживание в Ялте до 2014 года. Можно было бы объяснить это желанием Лукашенко переложить ответственность за удавшуюся диверсию на русских. Но мне кажется, что Лукашенко с задачей ухода от ответственности успешно справился с помощью приема «мы твой недуг в подвиг превратим», когда он превратил приуроченное к Международному женскому дню награждение многодетных матерей в награждение силовиков, распутавших дело. Более того, вопреки распространенному мнению, что Лукашенко выгоднее приписать подрыв самолета украинским диверсантам, а не местным белорусским партизанам, я лично считаю, что дело обстоит с точностью наоборот. По речи Лукашенко видно, насколько ему неприятна мысль, что задержанным оказался не просто украинец, а еще и завербованный СБУ и курируемый СБУ. Это если верить признательным показаниям на камеру, продемонстрированным по государственному ТВ. Ведь совсем недавно Лукашенко в интервью своим и иностранным СМИ рассказывал, что он нападет на Украину только в том случае, когда она нападет первой. Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайший, и война приобретет совсем другой характер. И в этом смысле случившееся и есть же казус белли. А Лукашенко, как в том анекдоте, а я растерялась. И Лукашенко снова жалостливо заводит свою шарманку о том, что нас провоцируют. Если они рассчитывают, я ведь знаю, что они хотят нас тянуть в войну по команде американцев. Если вы думаете, что вы, бросив этот вызов, втянете нас в войну завтра, которая сегодня уже идет по всей Европе, вы заблуждаетесь. Более того, Лукашенко деланно возмущается или удивляется. А нас-то за что? Именно так нужно понимать его пассаж о том, что на территории Беларуси это же уже не российский самолет. Это именно он попросил Путина направить его сюда. И вообще, этот самолет никогда не залетал на территорию Украины, даже не приближался к границе Польши, Литвы, всех этих мразей, которые сегодня работают против Беларуси. Мы очень аккуратно работали, никому не давали повода для этого. Хотя, как мы понимаем, это совершенно слабое оправдание. А-50 на то и самолет дальнего обнаружения, что может работать издалека. И вот теперь становится понятно, почему Лукашенко лично оскорбляет Зеленского, увязывая это с неким пактом о ненападении. Президент Зеленский просто гнида. Просто гнида. Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны, главнокомандующим. Это я вам говорю как президент. Гнида он потому, что он бегает вокруг Беларуси, присылает к нам людей и просит, как я уже говорил, давайте заключим пакт о ненападении. Давайте договоримся, у нас с вами нет никаких проблем. На что я говорил, мы не собираемся нападать. Нет, давайте подпишем договор под покровительством Организации Объединенных Наций, что вы на нас не нападете. Я говорю, вы слышали мои все эти заявления. И в это время
Ну что ж, вызов брошен. К вербальным интервенциям, по метким выражениям украинских официальных лиц, приходится прибегать именно от бессильной злобы. Этот пакт о ненападении существует де-факто, но только с одной стороны. Просто потому, что Лукашенко, как выясняется, ничего с Украиной сделать не может. А с белорусскими партизанами, действительными или мнимыми, может. Остается бомбить Воложина, причем Лукашенко готов это делать с особым наслаждением. Посмотрите, какой неподдельной яростью наполнены пассажи о том, что по всей стране нужно провести жесточайшую зачистку. Это нам урок. Они спрятались и сидят и чего-то ждут, поэтому мы должны их найти. А им я хочу сказать, чтобы они готовились, мы к ним уже идем, наши ребята уже на пороге, и лучший вариант, если они сами придут, руки вверх, придут и сдадутся. Это будет для них спасение. Мы их вычислим всех, вычистим просто из нашего общества. Они за эти 2,5 года так ничего и не поняли. И вот эта вот фраза про 2,5 года здесь ключевая. Прошло столько времени, а Лукашенко по-прежнему чувствует себя оккупантом в собственной стране. Кругом какие-то партизаны, спящие ячейки, в общем, сплошной притаившийся враг. Даже дом в садовом товариществе «Березовый гай», в котором залег на дно этот диверсант, и тот оказался насквозь БЧБшный. И это то, о чем я неоднократно говорил. Сама логика контрреволюции требует не ослабления, а усиления террора. А беглым, повторяю, готовьтесь, мы к вам уже пришли. И не войте, и не постись в этих мессенджерах. У нас нервы крепкие, мы знаем, что нужно делать. И вот это вот «у нас нервы крепкие», пожалуй, лучший из известных мне эвфемизмов «да не бомбит у меня». Да не бомбит у меня! Ты что, орешь? А что они говорят, что у меня бомбит, когда у меня не бомбит у меня? А за день до этого пассажа про беглых на госканале СТВ вышло целое ток-шоу о проблеме возвращения беглых на родину. Его уже растащили на цитаты, как, например, слова министра культуры Ирины Дриги о том, что нужно сделать попавшим в черные списки артистам, которые хотят вернуться на сцену. Заяви свои позиции и отметьте в соответствующей принадлежности к определенной группе лиц. Второе, поучаствуй в культурных проектах, которые носят общественно-политический характер. Ну, то есть нужно не просто покаяться, но еще и измазаться. Ну или, например, признание замгенпрокурора Алексея Стука о том, что за месяц работы комиссии по возвращению в нее обратилось только 23 человека. Причем здесь важна даже не сама эта цифра. И даже не последующее уточнение, что большинство этих заявлений не соответствует критериям, прописанным в указе о возвращении. И даже не о сути этих несоответствий. Мы гражданина информируем, что вы, пожалуйста, сообщите вот эти сведения, которые не достаются, представьте недостающие документы. И тут понятно, каких именно документов не хватает. Просто люди недостаточно хорошо донесли на самих себя. А вот что действительно удивительно, так это кто именно будет запрашивать дополнительные сведения. Оказывается, в комиссии уже создан секретариат, Который состоит из достаточно большого количества прокурорских работников. А с учетом того, что в комиссию входит только генпрокурор и его заместитель, становится понятно, что секретариат комиссии образован из людей, в нее даже не входящих. И вообще тон беседы замгенпрокурора Стук задал с самого начала. На робкий вопрос ведущий: но речь же о всепрощении огульном не идет? Стук отвечает: нет, конечно. Даже тот вектор, который намечен указом по возвращению за границы, тоже не идет речь. Для всех граждан, находящихся там, которые обратятся, наступит для них эра всеобщего милосердия. И я уверен, что этот словооборот не случайен. Я уверен, что каждый прокурорский знает название романа братьев Вайнеров, по которому снимался сериал «Место встречи изменить нельзя. Эра милосердия». О ней мечтает сосед Глеба Жеглова по коммуналке. Опять же, я уверен, каждый прокурорский знает, что ответил на это Глеб Жеглов: вор должен сидеть в тюрьме. И эта скрытая цитата и есть истинное отношение силовиков к комиссии по прощению беглых. А отношение комиссии, входящих в нее пропагандистов, высказал колумнист-муковозчик. Есть, говорит, такая штука, как революционное правосознание. И дальше он объясняет, как он это революционное правосознание понимает. В случае, если на обратившегося в комиссию вообще ничего нет, и по закону привлечь его не за что, то тут муковозчик, руководствуясь собственным чутьем, таким людям заслон и поставит. То есть вор должен сидеть, а даже если и не вор, то все равно сидеть. Неудивительно, что в эту комиссию никто не торопится обращаться. Все надежды участников ток-шоу в итоге крутились вокруг того, что, может быть, найдется кто-то первый, кто своим обращением оправдает существование этой самой комиссии. Они прямо так и говорят. Короче, мы ждем нулевого пациента. Да. И это снова тот самый случай, когда автор сказал больше, чем хотел. Положение настолько отчаянное, что таким нулевым пациентам они готовы
готовы видеть уже не искренне раскаявшегося в вакууме, а человека в безвыходной ситуации. Помощь заканчивается, деньги заканчиваются, паспорт заканчивается, виза заканчивается. В общем, где родился, там и пригодился. Это о тех, кто уехал за кордон за лучшей жизнью, а потом в осознании обратного возвращаются домой, где лучшая жизнь их уже и не ждет. Потому что родину свою любить нужно в любом состоянии. И да, где родился, там и пригодился. Интересно, что даже в таком сценарии усомнился сам муковозчик, когда сравнил нежелающих возвращаться в Беларусь беглых с абитуриенткой из глубинки, поехавшей поступать в столицу и не желающей возвращаться в свой агрогородок, даже не поступив в вуз. И это еще один красноречивый случай, когда автор сказал больше, чем хотел. Но самый интересный момент этого ток-шоу – это попытка пропагандиста тура оппонировать кровожадным Стуку и муковозчику. Есть закон, а есть право более сильного. И второе тоже хорошо. Замечательно. Но иногда нужно возвращаться все-таки в русло законности. Или Абсолютно. все-таки иногда не до законов? Как мы будем Периодами. решать? Мне кажется, я уже там и в эфирах говорил. В 2020 году в сентябре Александр Лукашенко на встрече с прокурорскими работниками сказал, что иногда не до законов. Спустя 1,5 года назад Александр Григорьевич сказал, что нам всем нужно все-таки учиться жить по закону. И посмотрите, что на это отвечает Стук. Многие правоотношения не были урегулированы. И этим пользовались, как вы сказали, проигравшая сторона. И мы испытывали явную недоработку в плане возможности пресекать и бороться с этими явлениями. И поэтому законодатель действительно урегулировал именно те правоотношения, пробел в которых в правовом регулировании использовали наши оппоненты. И это именно то, о чем я многократно говорил. Смысл вот этого иногда не до законов, а теперь до законов, не в том, что хватит жести и нужно меньше репрессий, а в том, что период между не до законов и до законов использовался для кодификации в законах вот всей той чрезвычайщины, образовавшейся после 2020-го. Репрессии из исключения стали правилом. Закрыты, как им кажется, любые лазейки, позволявшие Лукашенко даже на несвободных собственных выборах проиграть их. И даже в этих условиях, как мы понимаем из слов Лукашенко, нет им покоя, не до милосердия им сейчас. Чистки нужны. Только сильное и истинно народное государство способно на такое милосердие. И поэтому вы не сильное и не народное государство. Это были новости с Чалым. До встречи через неделю. Пока. Уважаемые зрители, теперь у вас появилась возможность поддержать программу подпиской на Патреоне либо разовыми донатами с карты на карту и криптовалютой.